Свет в ее окне. Автор Габриэль Николаев. Осенние вечера обладают особым свойством, они не просто приносят прохладу, они вымывают из памяти все лишнее, оставляя только самое чистое, полупрозрачное, подернутое дымкой времени. Мы сидели на веранде моего небольшого жилья. За окном шелестел резными листьями старый сумах, окрасившийся в густой винный цвет, а в комнате пахло сушеным чабрецом, остывающим яблочным пирогом и тем особым уютом, который бывает только между людьми, знающими друг друга всю жизнь. Саша — мой давний, добрый друг. Мы выросли в одном поселке, вместе бегали по заросшим оврагам, вместе набивали первые синяки и проживали свои первые взросления. Сейчас, глядя на этого статного мужчину с благородной сединой на висках и глубокими, умными морщинками у глаз, мне порой трудно разглядеть в нем того молчаливого, чернобрового мальчишку, за которым когда-то вздыхала половина нашей улицы. Но надо ему улыбнуться, мягко, чуть смущенно, как годы мгновенно осыпаются, будто осенняя листва, и передо мной снова предстает тот самый Александр. В этот вечер разговор наш шел тихо и неторопливо. Мы вспоминали тех, кого уже нет, удивлялись, как быстро выросли дети, и шаг за шагом подошли к теме, о которой взрослые люди говорят с особой, светлой грустью, к первой любви. Александр долго смотрел в свою чашку, где плавал темный листок чая, крутя его за тонкую ручку. По его лицу пробежала тень, не то воспоминание, не то той самой юношеской робости, которую он, кажется, так и не изжил до конца. «Знаешь», — тихо произнес он, подняв на меня взгляд. «Есть вещи, которые с годами не блекнут. Ты можешь забыть имена коллег, даты важных событий, даже лица людей, с которыми работал годами. Но первый раз... Тот самый первый трепет, от которого в груди становится тесно, не забывается никогда. Он врастает в тебя». Он сделал паузу, словно прислушиваясь к звукам далекого прошлого, а потом с легкой улыбкой спросил: «Хочешь, я расскажу тебе одну историю?» Я никому ее не рассказывал. Да и времени прошло столько, что кажется, будто все это случилось не со мной, а с кем-то другим, в другой жизни. Я долила ему еще горячего чая и приготовилась слушать. Он говорил долго, мягко, подбирая слова с невероятной бережностью, словно боялся случайно повредить хрупкие воспоминания той далекой юности. История, которую он доверил мне в тот вечер, была глубоко личной, в чем-то наивной, в чем-то драматичной, но удивительно настоящей. С его позволения я записала ее так, как услышала от него, сохраняя его собственный голос, его ощущения и его правду. И сейчас я предлагаю вам перенестись на 40 лет назад, в тихий пригород, где под светом одинокого уличного фонаря разворачивалась эта повесть. Глава 1. Улица Тихих окон. Это был обычный частный сектор на самой окраине городского пригорода. Место, где время текло по своим особым законам. Наши участки не могли похвастаться размахом. Маленькие, вытянутые огороды, пышные палисадники с кустами сирени и мальвы, да небольшие одноэтажные домики, прижатые так близко друг к другу, что казалось, будто они шепчутся по ночам. Улица тянулась вдоль узкой асфальтированной дороги, изрезанной трещинами, сквозь которые уверенно пробивался подорожник. Летом здесь пахло пылью, нагретой черепицей и спелой вишней, а по вечерам — дымом из печей, на которых варили варенье, и прохладным туманом с близлежащих лугов. Вся жизнь улицы была как на ладони. Любой шорох, запущенный мотор старого мопеда или громкий смех тут же становились достоянием общественности. Мне только-только исполнилось 18. Возраст, когда ты уже считаешься взрослым, но внутри все еще мечешься между детской беспечностью и неясным предчувствием чего-то огромного, что вот-вот должно с тобой произойти. Внешне я, как говорили соседки,
вырос на загляденье. Высокий, стройный, с густыми волнистыми темными волосами и широкими, почти черными бровями, которые придавали лицу некоторое суровое, азиатское выражение. Девушки с нашей и соседних улиц часто бросали на меня из-за заборов долгие, значащие взгляды, заговорщически шептались и хихикали, когда я проходил мимо. Но их внимание лишь вгоняло меня в краску. При всей своей заметной внешности я рос парнем удивительно застенчивым и робким. С противоположным полом я совершенно не умел себя вести, от неловких вопросов краснел до кончиков ушей, а сложный язык женских намеков казался мне высшей математикой. Намного уютнее и проще я чувствовал себя в компании дворовых ребят. Мы вместе крутили педали велосипедов, пропадали на речке, чинили старую мототехнику в гаражах и часами могли спорить о какой-нибудь ерунде. Настя жила практически напротив. Ее домик стоял чуть в глубине двора, скрытый за пышной кроной старой яблони. Настя была моей ровесницей, ей тоже недавно исполнилось 18, но, глядя на нее, дать ей этот возраст было совершенно невозможно. Маленькая, худенькая, с хрупкими плечиками и тоненькими запястьями, она казалась совсем девчонкой-подростком. В ее облике не было яркой, броской красоты, но присутствовала какая-то тихая, затаённая грация, мягкие, немного льняные волосы, всегда собранные в небрежный хвост, большие внимательные глаза и осторожные, словно у дикого зверька, движения. С нашей уличной компанией Настя никогда не гуляла. На шумные посиделки у костра или вечерние походы к местному клубу она не приходила. У нее была одна-две подруги из другого квартала, к которым она изредка ходила в гости, но большей части ее жизнь протекала за высоким деревянным забором родного двора. Причина этой обособленности крылась в ее семье. Родители Насти отличались невероятной, почти болезненной строгостью. В их доме царил железный распорядок. Никаких поздних прогулок, никаких посторонних гостей и пустых разговоров у калитки. Строго в 9 вечера ворота закрывались на тяжелый засов, а в окнах Настиной комнаты гас свет. Для нашего вольного, свободного пригорода такой уклад выглядел диковинкой, но Настя принимала эти правила без ропота. Или, по крайней мере, делала вид, что принимает. Однако у этой строгости была одна существенная брешь, созданная самой жизнью. Мои родители работали на местном заводе по классическому, привычному графику с 8 утра до 5 вечера. Каждые выходные и каждый вечер они были дома, наполняя наше жилище бытовыми хлопотами, шумом телевизора и неторопливыми разговорами. У Насти же все было иначе. Ее отец и мать работали посменно на крупном комбинате, в 3 смены, включая ночные. Графики их совпадали, и в такие недели их домик на всю ночь оставался в полном распоряжении Насти. С балкона и из окон моей комнаты, расположенной на 2-м этаже нашего дома, ее окно просматривалось идеально. Между нами была только узкая полоска дороги до ветви той самой яблони. Я часто видел ее. Настя сидела на подоконнике, подогнув под себя тонкие ноги, и читала книгу или просто смотрела на улицу. Иногда наши взгляды пересекались через стекло. Она не отворачивалась смущенно, как это делали другие девчонки, а продолжала смотреть, спокойно, пристально, словно изучая меня. Напротив наших домов, прямо под развесистой липой, стояла старая деревянная лавочка. Именно она по вечерам превращалась в центр притяжения для всей округи. Там собиралась наша компания, пацаны с гитарами, местная молодежь, смех, шутки, первые несмелые сигареты, спрятанные в кулаке. Я идеально вписывался в этот дворовый уклад и проводил на этой лавочке почти каждый вечер.
Но с некоторого времени я начал ловить себя на мысли, что, сидя на этой лавке с друзьями и подпевая под гитару, я почти не слушаю, о чем говорят вокруг. Мой взгляд все чаще и чаще уходил в сторону темнеющего настенного окна. Глава 2. Силуэт у уличного фонаря. Женская хитрость — удивительная вещь. Особенно, когда она рождается не из сухого расчета, а из простого, затаённого желания обратить на себя внимание того, кто давно тебе симпатичен. Настя действовала неторопливо, но удивительно умело. Наша пригородная жизнь давала для этого тысячи мелких бытовых предлогов. Все началось с самых безобидных мелочей. То она, случайно, проходила мимо калитки в тот самый момент, когда мои родители уходили в гости или по делам, и останавливалась, чтобы спросить какую-нибудь сущую глупость, одолжить отвертку, уточнить расписание пригородного автобуса или попросить помочь донести до дома тяжелое ведро со спелыми яблоками. Помню наш первый разговор 1 на 1 во дворе моего дома. Мои ушли к родственникам, я возился у гаража с цепью велосипеда, весь перемазанный в машинном масле. Настя зашла без стука, держа в руках небольшое эмалированное блюдце с первой садовой малиной. «Это тебе», — произнесла она тихим, но совершенно ровным, увесистым голосом, протягивая мне ягоды. «Мы все равно не съедим, мама слишком много собрала». Я замер, вытирая испачканные руки о старую ветошь, и почувствовал, как к щекам мгновенно приливает обжигающая волна. «Спасибо», — выцедил я, робея под ее прямым взглядом. «А ты чего не на улице?» «Ребята на лавке собираются». «Мне там не интересно», — просто ответила она, чуть наклонив голову набок. Ее глаза, карие, с золотистыми искорками от заходящего солнца, смотрели с пристальным любопытством. «С ними скучно. А с тобой нет. Хотя ты все время молчишь». Это ее прямота обезоруживала. В ней не было манерности или кокетства, лишь искренний, почти детский интерес. Вскоре такие короткие встречи стали повторяться. Когда моих родителей не было дома, Настя ненадолго появлялась на пороге. Мы сидели на крыльце, пили чай или просто разговаривали. Точнее, в основном говорила она, рассказывала о прочитанных книгах, о своих строгих родителях, о мечтах уехать учиться в большой город. А я слушал ее звонкий, глубокий голос и с изумлением понимал, как легко и просто мне становится рядом с ней. Моя вечная робость куда-то улетучивалась, уступая место удивительному теплу. А потом ее родители ушли в свою первую ночную смену. Это был теплый, оглушительно тихий вечер в конце июля. Ночь уже вступала в свои права, разбрызгивая по черному небу первые крупные звезды. Молодежь на лавочке под липой постепенно разъезжалась, смех стихал. Родители Насти покинули дом около 8 вечера. Я видел из своего окна, как они прошли к остановке, строгие, собранные, не спеша шагающие по асфальтовой дорожке. Прошло полчаса. Я стоял в своей темной комнате на 2-м этаже, глядя на ее дом. В ее окне зажегся свет. В этом провинциальном полумраке прямо напротив ее дома горел лишь один уличный фонарь, старый, тусклый, но его желтого, янтарного света вполне хватало, чтобы насквозь высветить стекло ее комнаты. Настя сидела на подоконнике. Ее тонкий, изящный силуэт был виден так четко, будто он был нарисован тушью на светящейся бумаге. Она не читала. Она просто сидела, обняв руками колени, и смотрела в сторону моего дома. Она ждала. Сердце в моей груди сделало ощутимый, тяжелый толчок и забилось где-то у самого горла. Я накинул легкую куртку, бесшумно спустился по лестнице и вышел на улицу.
Осторожно потянув за ручку ее калитки, я обнаружен, что она не закрыта. Дверь в дом тоже была приоткрыта. «Настя!» Тихо позвал я, шагнув в прохладную темноту коридора. «Заходи, Саша», — отозвался ее голос из глубины комнаты. Я чай поставила. В ту ночь мы впервые просидели до самого рассвета. Мы говорили обо всем на свете, шепотом, словно опасаясь разбудить спящую вокруг тишину пригорода. Но с каждым часом, с каждым пророненным словом простая, казалось бы, соседская дружба начала перетекать в совершенно иное русло. Это происходило неизбежно и плавно, как смена ночи и зари. Поначалу это были лишь случайные касания пальцев, когда мы тянулись к одной чашке. Затем несмелый шаг, когда я, прощаясь у дверей перед самым восходом, впервые позволил себе обнять ее за хрупкие, дрожащие плечи. Настя не отстранилась. Напротив, она прижалась ко мне всей своей легкой тяжестью, спрятав лицо у меня на груди. Я слышал, как частыми, птичьими ударами бьется ее сердце. А потом был первый поцелуй. Он был сладким, с легким вкусом спелой малины и ночной прохлады. Когда мои губы касались ее губ, весь остальной мир, с его улицами, лавочками, строгими родителями и дворовыми друзьями, просто переставал существовать. Я полюбил ее. Настоящей, чистой, оглушительной первой любовью, когда каждый день превращается в ожидание вечера, а любой взгляд любимого человека способен поднять тебя в воздух. Для меня, парня, который никогда раньше не испытывал ничего подобного, это чувство казалось абсолютным чудом, изменившим весь замысел Вселенной. И теперь каждый раз, когда над нашим пригородным сектором сгущались сумерки, я невольно бросал взгляд на одинокий уличный фонарь. Я ждал, когда в его янтарном свете проявится тот самый, такой родной и бесценный силуэт. Глава 3. На грани трепета. С этого момента наша жизнь расслаивалась на две абсолютно разные реальности. Днем мы оставались все теми же соседями. Я чинил мопеды с пацанами, ходил на речку и сидел на лавочке под липой, а Настя поливала цветы в палисаднике или проскальзывала мимо с подругами, едва удостаивая меня беглым, спокойным взглядом. Но как только солнце садилось за горизонт, а ее родители уезжали на ночную смену, наступало наше настоящее время. Эти ночи в ее опустевшем доме превратились в отдельный, ни на что не похожий мир. В доме пахло сушеными травами, старой древесиной и легкими, едва уловимыми духами Насти с запахом полевых цветов. Мы не зажигали верхний свет, лишь в углу комнаты теплился маленький торшер с абажуром из плотной ткани, отбрасывавший на стены мягкие, бархатистые тени. За окном шелестела листва яблони, монотонно тикали старые ходики на кухне, а мы сидели на диване, прижавшись друг к другу так близко, что казалось, у нас было одно дыхание на двоих. Чем больше времени мы проводили вместе, тем сильнее изменилась Настя. В ней проснулась совершенно новая, незнакомая мне прежде чувственность. Ее первоначальная детская робость сгорела, как сухая солома. Она больше не довольствовалась просто тихими разговорами до полуночи. Настя жаждала настоящего пламени, ее тянуло к чему-то большему, взрослому, неизведанному. В ее глазах, когда она смотрела на меня в полумраке комнаты, зажигался огонь, от которого у меня замирало дыхание. Она первую привлекала меня к себе, порывисто, с какой-то отчаянной, жадной нежностью. Ее тонкие пальцы путались в моих густых волосах, расстегивали пуговицы на моей рубашке, гладили плечи. Ее поцелуи становились все более долгими, горячими, почти требовательными. В эти моменты Настя вся дрожала, словно натянутая струна, готовая вот-вот сорваться.
Я чувствовал, как в ней бушует это новое, распаленное желание почувствовать все по-настоящему, перейти ту незаметную черту, за которой кончается детство. Но я панически боялся. В свои 18 лет я не имел совершенно никакого опыта в подобных делах. Все, что я знал о близости, ограничивалось смутным, пошловатым шепотом старших дворовых ребят да романтическими книгами. Но главное было даже не в отсутствии опыта. Я любил ее слишком сильно. Мое чувство к ней было пропитано таким трепетом и обожанием, что Настя казалась мне хрустальной вазой, которую один неосторожный нажим может разбить на 1000 осколков. Она была такой маленькой, такой хрупкой на вид. Я искренне боялся причинить ей боль, испугать ее или сделать что-то не так. Моя мужская ответственность, или то, что я считал ею в том возрасте, вставала между нами невидимой, но прочной стеной. «Саша, ну почему ты все время останавливаешься?» Шептала она однажды ночью, задыхаясь, горячими губами прижимаясь к моей шее. Ее худенькие плечи вздрагивали под моими ладонями. «Ты меня не хочешь?» «Настя, я хочу». Очень, честно признался я, и голос мой сорвался на хрип. Я обнимал ее изо всех сил, впитывая ее тепло, целуя ее шею, закрытые глаза, ладони, перебирая пальцами ее мягкие волосы. Но я хочу, чтобы все было правильно. Я боюсь все испортить. Понимаешь? Она вздыхала, уткнувшись носом мне в грудь, и затихала в моих объятиях. Каждая наша ночь превращалась в настоящую пытку и высшее блаженство одновременно. Это была буря из нерастраченной юношеской страсти, глубоких объятий, сбивчивого дыхания и бесконечных, сладких поцелуев. Я отдавал ей всю свою нежность, покрывая ласками каждую клеточку ее кожи, но каждый раз, когда мы подходили к самой грани, я мягко и бережно удерживал нас обоих. Я думал, что проявляю мудрость и заботу. Я верил, что эта наша чистая, почти возвышенная сказка может длиться вечно. Но я совсем не знал женщин. И уж тем более я не понимал, что происходит в душе молодой девушки, когда ее разгоревшееся, но не нашедшее выхода желание сталкивается с неожиданным поворотом судьбы. Глава 4. Тень под уличным фонарем. Все рушится не с грохотом. Чаще всего самое страшное происходит в абсолютной, звенящей тишине. Это был один из тех душных августских вечеров, когда воздух кажется плотным и густым, как парное молоко. Наша уличная компания, как обычно, коротала время на деревянной лавочке под развесистой липой. Звенела гитара, кто-то негромко смеялся, травя байки, а я сидел на краю скамьи, прислонившись спиной к шершавому стволу, и ждал. Около 8:30 из ворот дома напротив вышли Настины родители. Они не спеша пошли по асфальтированной дороге к автобусной остановке, чтобы уехать на свою ночную смену. Я проводил их привычным взглядом и стал мысленно отсчитывать обязательные 15 минут, время, которое я всегда выжидал для предосторожности, чтобы их автобус точно уехал. Уличный фонарь, висевший на столбе неподалеку, бросал свой янтарный, прожекторный луч прямо в ее окно. И снова, как и десятки ночей до этого, за стеклом проявился знакомый, невероятно родной силуэт. Настя сидела у окна и смотрела на улицу. Она ждала меня. Но в тот вечер наш привычный уклад нарушился. К нашей лавочке прибрела компания более старших парней из соседнего квартала. Они уже отслужили в армии, считали себя бывалыми хозяевами жизни и вели себя развязно, с едва скрываемым пренебрежением к младшим.
От них ощутимо несло дешевым портвейном и табаком. Разговоры тут же стали более грубыми, а атмосфера на лавочке — натянутой. Один из них, вихрастый, с нагловатым взглядом и расстегнутой на груди рубахой по имени Игорь, встал с крайнего бревна и начал разминать затекшие ноги. Его взгляд случайно упал на освещенное окно ее дома. «Опа!» — протянул он с кривой ухмылкой, кивая в сторону окна. «А это чье там чудо у окна скучает? Тоненькая какая! Чего это она одна сидит, свет жжет?» «Это Настя», — сухо отозвался кто-то из наших пацанов. «С нашей улицы». «А чего одна? Родители где?» Игорь с прищуром всмотрелся в силуэт под фонарем. «Я ж видел, старшие на остановку ушли». «На ночную, да?» Внутри у меня все похолодело. Я мгновенно поднялся с лавки, стараясь удержать голос в пределах спокойного, но твердого тона. «Не надо к ней лезть, Игорь. У нее очень строгие родители, чуть что, отцу расскажут, будут огромные неприятности. Да и не открывает она никому. Посидит и ляжет спать». «Да ладно тебе, малый, не кипятись», — хохотнул Игорь, с вызовом посмотрев на меня. В его подвыпивших глазах блеснул спортивный азарт. «Скучно же девчонке одной. Я пойду просто «привет» скажу. Проверю, насколько она у вас тут недотрога». «Я тебе говорю, не надо», — шагнул я вперед, чувствуя, как кулаки сжимаются сами собой. «Она тебе не откроет. А вот это мы сейчас и проверим». Бросил он через плечо и, слегка покачиваясь, пошагал через дорогу прямо к Настиной калитке. Компания на лавочке затихла, наблюдая за происходящим. Я стоял на месте, едва удерживая себя от того, чтобы не броситься за ним и не завязать драку. Но внутри меня жила абсолютная железобетонная уверенность. Настя испугается этого развязного, пьяного ухажера. Она просто закроет шторы, погасит свет и закроется на все запоры. Я был уверен в этом так же, как в том, что завтра сойдет солнце. Игорь подошел к калитке, толкнул ее, она оказалась открыта. Он прошел по двору и поднялся на крыльцо. Раздался глухой, упрямый стук в дверь. Я смотрел на окно ее комнаты. Сквозь стеклянную гладь под янтарным светом фонаря я отчетливо видел, как Настя поднялась с подоконника. Она на секунду замерла, всматриваясь в темноту двора, а затем повернулась и вышла из комнаты, направляясь к прихожей. Сейчас она посмотрит в глазок или спросит через дверь и прогонит его, пронеслось у меня в голове. Прошла минута. Другая. Игорь не возвращался. Раздался едва слышный щелчок дверного засова, и на крыльце снова наступила тишина. Силуэт Насти у окна так и не появился. Не было слышно ни криков, ни шума прогоняемого гостя. Дверь дома просто открылась и впустила его внутрь. Я смотрел на это пустое, освещенное окно, и у меня перехватило дыхание. В ушах зазвенела оглушительная, ледяная пустота. Земля под ногами будто ушла, оставив меня парить в невесомости горечи и недоумения. Пацаны на лавочке переглянулись, кто-то неловко кашлянул, скрывая смущение. Я не мог в это поверить. Мой разум отчаянно отказывался принимать увиденное. Я убеждал себя, что произошла ошибка, что она просто не узнала его в темноте или он обманом заставил ее открыть. Выждав около 10 минут,
полных мучительного, изводящего бреда, я отделился от компании и шаг за шагом пошел к ее дому. Я поднялся на знакомое крыльцо. Моя рука, дрожащая и сухая, постучала в деревянную дверь. Тихо, потом громче, потом еще громче. «Настя!» — позвал я в щель. За дверью была гробовая тишина. Ни шагов, ни шепота. Я отошел и сел на скамейку у ее забора. Прошел час. Уличный фонарь продолжал жечь своим ровным, безразличным светом. Прошло 2 часа. Дверь так и не открывалась. Никто не вышел, никто не подал голоса. Глубоко за полночь, сломанный, опустошенный и до глубины души отравленный этим немым предательством, я побрел к себе домой. Я лег на кровать прямо в одежде и долго, до самого рассвета, смотрел в потолок своей комнаты, слушая тиканье часов и пытался понять, как она могла так поступить. Глава 5. Безмолвие и зыбкий мост. Первая глубокая обида в 18 лет ощущается как конец света. Это не просто грусть, а настоящая физическая боль, которая стоит комом в горле и заставляет сердце сжиматься от каждого случайного воспоминания. После той ночи мир вокруг меня изменился. Радость пригородного лета поблекла, превратившись в серые, тягучие дни. Я почти перестал выходить на лавочку под липой, избегал шумных компаний и все больше времени проводил в гараже, до одурения перебирая железяки, лишь бы занять руки и заглушить мысленный гул. Мы с Настей начали избегать друг друга с какой-то почти филигранной точностью. Если она шла по улице с подругами, а я двигался навстречу, я заранее сворачивал в переулок или делал вид, что увлечен разговором с кем-то из соседей. Если я стоял у калитки, она уходила вглубь своего двора. Было видно, что и ей нелегко, она ходила, опустив голову, стараясь быть неприметной, хрупкой тенью. За эти дни мы не обменялись ни единым словом, ни единым прямым взглядом. Вопрос «почему?» жег меня изнутри каждую ночь. Я сгорал от догадок, изводил себя самыми темными предположениями, но гордость не позволяла мне прийти и требовать объяснений. А она просто молчала. Так прошло больше 2 недель. Августовские ночи стали заметно прохладнее. В воздухе все сильнее пахло зрелой яблочной подолицей и увядающей травой. В один из таких вечеров все повторилось по накатанной схеме. Около 8 часов вечера ее родители, одевшись по-осеннему в легкие куртки, вышли из ворот и направились на автобусную остановку. У них снова была ночная смена. Я видел их из окна своей комнаты. Несколько минут спустя в ее окне зажегся свет. Янтарный луч старого фонаря снова выхватил из темноты знакомое стекло. Но в этот раз я даже не стал ждать. Я выключил свет у себя, лег на кровать и закрыл глаза, твердо решив просто спать. Никаких ожиданий, никаких глупых иллюзий. Все кончено. В доме было тихо. Мои родители давно спали после тяжелой рабочей недели. Я почти погрузился в тревожную полудрему, когда снизу, со стороны палисадника, донесся мягкий, почти невесомый звук. Напоминало шорох ветки, задевший стекло, или брошенный в окно маленький сухой камушек. Я замер, прислушиваясь. Звук повторился. Поднявшись с кровати, я подошел к окну и осторожно отодвинул штору. Внизу, прямо под моим балконом, в тени разросшегося куста сирени стояла Настя. На ней была легкая кофта, худенькие плечи вздрагивали от прохладного ночного воздуха. Она смотрела прямо на мое окно. Я спустился по деревянной лестнице бесшумно, стараясь не скрипнуть ни единой половицей, и тихо отворил входную дверь.
Мы стояли друг против друга в ночной прохладе двора. Между нами было всего пара шагов, но казалось, будто нас разделяет целая пропасть из несовершенных слов и горьких обид. «Саша», — тихо, почти шепотом произнесла она. Ее голос дрожал, а в больших карих глазах отражался свет далеких звезд. «Зайди ко мне. Пожалуйста». Я хотел отвернуться. Хотел сказать что-то холодное, гордое, отказавшись шагать в эту неопределенность. Но, глядя на ее бледное, виноватое и одновременно упрямое лицо, я понял, что бессилен перед своим чувством. «Ладно», — отрывисто выдохнул я. Мы прошли через калитку и поднялись на ее крыльцо. В доме царил тот же мягкий полумрак, горел все тот же небольшой торшер в углу комнаты. Но атмосфера между нами стала совсем иной. Мы не стали затрагивать ту тему. Это было молчаливое, взаимное соглашение, не произносить ни слова о той ночи, не бередить рану, не требовать оправданий. Прошлое словно запечатали в тяжелый свинцовый сундук и выбросили на самое дно. «Я так соскучилась», — шепнула Настя, как только за нами закрылась дверь. Она сама сделала шаг ко мне и обняла за талию, прижавшись всем телом с какой-то небывалой, отчаянной силой. В этом объятии не было прежней осторожности. В нем чувствовался голод человека, который долго пробыл на холоде. Ее поведение изменилось. Исчезли прежняя недосказанность, сомнения и ожидания. Она вела себя открыто, без малейшего стеснения, уверенно и смело привлекала меня к себе, покрывая поцелуями мое лицо, шею, губы. И моя собственная обида, жёгшая меня эти недели, под воздействием ее тепла мгновенно растаяла, превратившись в чистый, безудержный ответный порыв. Моя прежняя робость и страх сделать что-то не так сгорели дотла. Вспыхнувшее между нами пламя было в разы сильнее, чем прежде. Оно смыло все барьеры, унеся нас за собой в ночную тьму. Глава 6. Пламя уходящего лета. В ту ночь между нами не осталось ни стеснения, ни нерешительности, ни прошлого страха. Пламя, вспыхнувшее с новой, почти отчаянной силой, сожгло все прежние барьеры. В каждом прикосновении, в каждом сбивчивом дыхании и горячем поцелуе чувствовалась какая-то особенная, прощальная острота. Мы оба словно понимали без слов, так, как прежде, уже никогда не будет, и нужно впитать каждое мгновение этой близости, пока не наступил рассвет. Настя отдавала всю себя, искренне, страстно, без остатка. В ее ласках больше не было нерешительности юной девчонки, а в моих движениях — прежней сковывающей робости. Это было чистое, стихийное чувство двух людей, которые нашли друг друга среди тишины пригородной ночи и растворились друг в друге без оглядки. Весь остаток того августовского месяца пролетел как один сплошной, яркий и немного туманный сон. Мы продолжали встречаться каждый раз, когда ее родители уходили в ночную смену. Но теперь наши встречи были наполнены совершенно иным смыслом. Мы больше не шептались часами о пустяках, не строили наивных планов на далекое будущее. Мы просто жили этим коротким, ускользающим сейчас. Настя стала взрослее, в ее взгляде появилось нечто глубокое, затаённое, словно она знала какую-то тайну, которой не могла поделиться даже со мной. А я просто любил ее, всем сердцем, с той первой, чистой юношеской отдачей, которая бывает в жизни лишь единожды. А потом лето закончилось. Осень пришла в наш пригород резко, с холодными затяжными дождями и облепившими дорогу желтыми листьями. Жизнь понемногу стала расставлять все по своим местам. Спустя несколько месяцев Настя вместе с родителями съехала из их домика напротив, отца перевели по работе в областной центр.
Прощание наше получилось коротким, на виду у всей улицы, под шум загружаемого вещами грузовика. Мы лишь ненадолго сжали ладони друг друга и обменялись долгими взглядами. Та ночь, когда в ее двери вошел другой парень, и то, почему она открыла ему, так и остались нераскрытой тайной. Мы никогда больше не возвращались к тому вечеру. Ни разу. В моей памяти Настя навсегда осталась хрупкой, тоненькой девушкой у освещенного окна, подарившей мне первое настоящее, глубокое чувство. Заключение. Эхо светлых теней. Голос Александра утих. За окном веранды совсем стемнело. Старый сумах едва различимо шелестел густой кроной в ночной прохладе, а одинокий фонарь на нашей улице бросал сквозь стекло точно такой же янтарный, теплый свет, как и много лет назад в том далеком пригороде. Чашки с чаем давно остыли. Саша сидел, чуть наклонив голову, и смотрел на свои руки, сильные, умелые, отмеченные печатью прожитых лет. В его глазах не было ни тоски, ни горечи. Лишь тихая, глубокая благодарность тому времени и той девчонке из дома напротив. «Знаешь», — тихо проговорил он после долгой паузы, вернувшись из воспоминаний ко мне, я долго думал потом, с годами. Почему она тогда открыла ему дверь? Был ли это глупый юношеский бунт против строгих родителей? Попытка вызвать во мне ревность. Или, может быть, в ней вспыхнула та самая нерастраченная, неопытная страсть, которую я так бережно удерживал и бороздил своей чрезмерной осторожностью? Он мягко улыбнулся и качнул головой. А потом я понял, что это абсолютно неважно. Жизнь устроена куда сложнее наших правил и ожиданий. Главное не то, почему она так поступила, а то, что она оставила в моей душе. Она научила меня чувствовать. По-настоящему, без оглядки, со всей страстью и нежностью, на какую только способен человек. Он поднял взгляд, и в нем снова блеснули те самые искорки, которые я помнила с самого детства. Первая любовь не обязательно должна заканчиваться свадьбой или длинной совместной жизнью. Ее главный смысл в ином — она пробуждает сердце. И когда я сегодня смотрю на огонь в окнах противоположного дома, я до сих пор вспоминаю тот янтарный свет, хрупкий силуэт на подоконнике и ту первую, чистую юность, которая навсегда осталась со мной. Саша улыбнулся, допил остывший чай и поднялся, чтобы попрощаться. А я осталась сидеть на веранде, слушая тишину осеннего вечера. История моего друга еще долго отзывалась во мне мягким теплом. Ведь у каждого из нас где-то там, в далеком и беззаботном прошлом, горит свое тихое окно под одиноким уличным фонарем. Новые рассказы ждут своего часа. Чтобы они вышли из тени, достаточно вашей подписки, лайка и несколько слов 6 в комментариях. Напишите, в какой мир заглянуть вместе в следующий раз. Присылайте свои идеи для новых сюжетов. Мы превратим ваш замысел в профессионально написанный и качественно озвученный рассказ. Возможно, с вами происходило что-то, достойное увлекательной истории.